Мы начинаем этот выпуск около моста Золотые ворота. Дело в том, что именно с этим местом ассоциируется Кремниевая долина, Сан-Франциско. И мы сегодня поговорим с вами про Кремниевую долину и ее феномен. Начнем с того, что просто поговорим про цифры. Да? Первое, что вы должны понять, это ВВП Кремниевой долины, где живет 5 миллионов человек, около 800 миллиардов долларов. При этом в России, например, где живет 140 миллионов человек, значит, ВВП 1,5 триллиона всего лишь в 2 раза больше. То есть 5 миллионов человек сделали ВВП 800 миллиардов и 140 сделали, значит, 1,5 триллиона. Разница. Значит, здесь живут более 200 тысяч человек, которые заработали 20 миллионов долларов и больше. Здесь около 100 человек, которые владеют миллиардом долларов. То есть капитализация не просто их компании, а вот именно личное их состояние больше миллиарда, около 100 человек. Представьте эти цифры и после этого переложите на вот эту небольшую территорию, где живет всего лишь там около 5 миллионов человек, это то есть половина Москвы, если тоже только официально взять. Следующая цифра, которую мы должны понять, это эффективность. Эффективность того, что здесь происходит. Для этого я приведу вам следующую цифру. Представьте себе, что в компании Apple доход на одного сотрудника составляет 2 миллиона долларов в год. В Фейсбуке около 1,5 миллиона долларов. Представьте себе эти цифры где-то в странах СНГ, либо в любой другой стране в мире. Это больше невозможно сделать нигде. И именно это место значит, вызывает у всех такой трепет, интерес, и огромное количество людей приезжает сюда для того, чтобы научиться чему-то здесь, в Стэнфорде, в Беркли, запустить здесь стартап, либо, если ты заработал состояние, попробовать себя здесь как венчурный инвестор. По сути, получается так, что Кремниевая долина – место, который весь мир платит дань, так или иначе. То есть, если Кремниевая долина – это печь, то весь остальной мир – это дрова. Почему я так считаю, почему такая метафора может быть такая суровая, да? Дело в том, что чем бы вы ни занимались, какой бы продукт у вас ни был, что бы вы ни делали, вы так или иначе платите определенный процент компаниям, которые делают здесь как раз вот валовый внутренний продукт. Что я имею в виду? Например, вы сейчас одеты в какой-то рубашке, условно, да? Первое, при разработке этой рубашки, дизайна этой рубашки, наверняка был использован какой-то продукт, софт, значит, который как раз был придуман здесь, в Кремниевой долине. Второе, значит, при производстве вашей рубашки было задействовано какое-то оборудование, либо для изготовления этого оборудования был тоже использован какой-то софт, либо, возможно, само оборудование было придумано прямо здесь. То есть, так или иначе, вот вы уже на старте при изготовлении дизайна заплатили за лицензию, да, добавили, значит, стоимость ВВП, да, то есть второе, значит, при производстве, третье, значит, при продаже этой рубашки, значит, вам, условно, да, тоже вы заплатили, условно, Фейсбуку, Инстаграму, и так далее, значит, ну не вы, а соответственно, вы заплатили через себестоимость этой рубашки, значит, компании, которые вам продали этот продукт. В этом месте умеют создавать те продукты, которым пользуются глобально все люди на Земле, и таким образом именно сюда в тех или иных, значит, пропорциях, да, то есть распределяются денежные средства. Кремниевая долина, она никого не захватывала, она просто сделала такие продукты, которыми было бы удобно, комфортно пользоваться, и люди, получая удовольствие от пользования, значит, платят за них с удовольствием, и, соответственно, на это здесь, значит, создается все новые и новые стартапы, акселераторы, появляются венчурные фонды, и все больше и больше новыми волнами, значит, здесь разрастается. Да, и, кстати, мы прямо сейчас сами видим по самому центру Кремниевой долины, и да, здесь нету высоких зданий, как в Сингапуре. Когда я сюда первый раз приехал, я тоже здесь ждал увидеть что-то такое футуристическое, но на самом деле здесь те, кто создавали это место, решили оставить все точно так же, как вот было в 50-е, 60-е годы, когда еще не было здесь это место, они называли еще колыбелью инноваций. Вот, и они сделали это для того, чтобы здесь можно было работать и жить, вот, чтобы вот этот именно баланс был, да, чтобы ты не чувствовал себя таким вот выжженным, да, то есть как люди чувствуют себя, возможно, в Нью-Йорке или в Москве, где супер высокая энергия, все куда-то бегут. Здесь, да, есть энергия, здесь, да, самые талантливые люди, но вместе с тем здесь вот природа, и ты живешь фактически на природе, но вместе с тем находишься в самом центре инноваций. Так сложилось исторически, что сюда уже несколько столетий приезжают люди-авантюристы, да, сначала они сюда приехали для того, чтобы попытать счастье добыть здесь золото, да, то есть не у всех получилось, и появилась вот эта толерантность к проигрышу, да, потому что из тех, кто уходил за золотом, значит, обратно приходили реально с золотом 5 из 100 человек, да, то есть 95 мужчин и женщин, которые пытались себя в этом направлении, они остались ни с чем. Соответственно, вот эта терпимость того, что, то есть, что-то может не получиться, это нормально.
Следующее, что здесь вот уникально, что здесь огромное количество разных менторов, адвайзеров, то есть людей, которые сумели здесь каким-то образом удержаться, да, то есть работая в корпорации, занимаясь своим стартапом или занимаясь венчурным инвестированием, да, то есть и они приобрели за то время, пока здесь находятся, огромный опыт инвестирования, там, запуска стартапов либо работы в корпорации. И эти люди здесь, они ходят по улице, общаются, с ними можно встретиться, там, попить кофе, встретить их, познакомиться где-то на митапе, где-то в такси, да где угодно, да, то есть и эти люди потенциально могут вам дать ту информацию, доступ к которой вы никогда нигде не получите в другом месте. Кроме этого, здесь же сосредоточено огромное количество именно денег, да, то есть здесь большое количество людей, которые сумели заработать, работая в корпорациях, запуская стартапы, запуская венчур-инвестиции. Все эти люди понимают, как это работает, да, то есть у них есть свой личный опыт, и они хотят дальше использовать этот свой опыт для того, чтобы приумножить свой капитал. Соответственно, здесь ангелов, венчурных инвесторов, здесь венчурных фондов только больше 3000. Представляете, сколько здесь бизнес-ангелов, есть столько венчурных фондов, то есть структура организаций, которые только венчуром занимаются, 3000. Представляете, сколько здесь бизнес-ангелов. Следующее, здесь сосредоточены инкубаторы и акселераторы. Инкубаторы такие, как Plug and Play, например, акселераторы такие, как Y Combinator, 500 стартап. То есть все, что здесь связано с инкубаторами и акселераторами, это номер один в мире. То есть Y Combinator считается номер один, а номер два это 500 стартап. То есть и огромное количество, там, сотни, тысячи других акселераторов находится здесь. А тут, кроме всего этого, есть еще и образование, да, то есть здесь топовых 2 университета находятся непосредственно в Кремниевой долине. Первый – это Стэнфорд, частный университет номер 1 в мире. Значит, второй – это Беркли, это государственный университет номер 1 в мире. То есть реально 2 вот этих университета находятся вот на этом небольшом пятачке, и здесь же, соответственно, живут, учатся, работают, значит, и продолжают учиться и работают профессоры, которые там в свое время работали там со Стив Джобсом, там, с Илоном Маском, которые запускали какие-то вообще, то есть, нереальные проекты, то есть и сегодня все они здесь находятся, также вот ездят на машине, на общественном транспорте, гуляют по этим же паркам, и у вас фактически есть к ним доступ, огромное количество разных митапов. Мы только проводили, значит, с несколькими профессорами уже встречи, и там ребята были реально очень интересные, то есть там у нас один из профессоров был, значит, ему порядка около там 60 лет, он там работал там со всеми легендами Кремниевой долины, то есть прям со всеми, то есть Илон Маск, Стив Джобс, Сергей Брин и там представители там с компании там PayPal, там и там с Y Combinator, то есть практически вот все вот, кого вы знаете из Кремниевой долины, он был с ними со всеми знаком, и он выступал для нас там несколько часов, общался, был открыт, и несмотря на то, что мы из России, был заинтересован в общении с нами, хоть немножко нас иногда, значит, стебал, ерничал, да, то есть. Главный, кстати, инсайт, который я вытащил из его выступления, это в том, что действительно не важно, какую ты сделал технологию, важно, как ты эту смог технологию превратить в бизнес. Здесь огромное количество, значит, в том числе мест для совместной работы, коливинги, коворкинги, это то, что здесь прям вот, ну, на каждом углу, на каждом шагу. Во-первых, есть хакер-хаусы, где собираются там энтузиасты, стартаперы, вместе работают, двигаются, что-то придумывают, запускают разные стартапы. Во-вторых, здесь есть специальные пространства, которые называются там коливинг, коворкинг, да, то есть отдельные какие-то большие там дома, сооружения, в которых живут люди, которые работают в компаниях, которые, значит, там запускают какие-то стартапы, значит, и это все им позволяет вот вместе находясь вот в таком, как бы, в такой вот, значит, бульоне, да, то есть умножать знания и там экспертизу друг на друга и свою, да, то есть и, соответственно, там достигать каких-то больших результатов. Воспроизвести целиком эту историю невозможно, не представляется возможным нигде в другом месте, но приехать, взять какие-то инсайты и поехать с ними, значит, в свою страну для того, чтобы подготовиться и вернуться сюда снова, то есть, ну, в этом есть большой смысл. И именно так делают ведущие корпорации в мире, потому что все они имеют здесь свои представительства. То есть, если мы говорим про Россию, то Сбербанк здесь регулярно, то есть Герман Греф и его команда сюда приезжают там ежегодно, как минимум, да, как минимум, бывает и чаще. Значит, я знаю ребят из Казахстана, да, там та же BI Group, например, я видел их логотип, когда мы были в инкубаторе Plug and Play, да, то есть они тоже здесь непосредственно имеют своих представителей, которые помогают им искать инновации для бизнесов, которые находятся у них там в Казахстане. То есть Sony, Audi, BMW и многие-многие другие корпорации, все имеют здесь какие-то свои представительства. Если они здесь не имеют штаб-квартиры, то они обязательно здесь имеют свои представительства. То есть просто потому, что если ты не находишься в Кремниевой долине, не имеешь доступа вот к тем 7 компонентам, про которые я говорил выше, то ты, скорее всего, вообще не представляешь, ну, что в мире происходит. Сейчас мы едем в одно место, которое вы точно должны узнать, если когда-либо что-либо слышали, видели про Стэнфорд. Мы регулярно проводим встречи с профессорами, которые работают в Стэнфорде,
общаемся с студентами, они нам рассказали о том, как устроено их комьюнити, какие Стэнфорд дает возможности, потому что Стэнфорд на самом деле это не только одно из топовых образований в мире, да, то есть это в первую очередь очень качественный нетворкинг. Дело в том, что те ребята, которые прямо сейчас учатся где-то в этом университете, на каком-то из факультетов, в будущем это какие-то главы корпораций, предприниматели, которые будут запускать стартапы на миллиарды долларов. И вот то здание, та башня, которую вы видите, это тоже такое знаковое место. Именно здесь, в этом месте, писал Солженицын, значит, свой труд, да, «Архипелаг ГУЛАГ». Все это он делал на деньги, которые выделило американское правительство. Таким образом, они как раз вот делали там попытки разрушить тогда еще Советский Союз через вот такую информационную историю. То есть вот эти все информационные войны начались не тогда, когда у нас появился интернет. Они уже идут давным-давно, да, все вот эти вот книги, печатные издания. На самом деле Стэнфорд сегодня в первую очередь зарабатывает не на оплате студентов за образование, а как раз вот он имеет доли в огромном количестве разных когда-то стартапов, сейчас корпораций, и он владеет миллиардами долларов на самом деле и может себе позволить вообще не брать оплату со студентов. Дело в том, что именно с этого места вышли такие компании, как eBay, PayPal, Sun, значит, Apple, Google, да, Сергей Брин и Ларри Пейдж познакомились именно в стенах именно этого учебного заведения. А Стив Джобс где-то здесь ходил босиком, учился каллиграфии. Стэнфорд был основан в 1891 году семьей Стэнфорда. Они делали ресерч того, где бы их сын мог бы учиться. Им захотелось, значит, сделать что-то такое именно в Калифорнии, здесь на западном побережье, потому что для того, чтобы учиться там в лучшем заведении тогда страны, надо было ехать в Гарвард, да, то есть он не захотел ехать, значит, в Гарвард и отправить своего сына туда, и решил здесь прям, вот у него было достаточное количество денег, значит, для того, чтобы сделать свой университет, и вот появилось все, что вы видите вокруг. К сожалению, сын не дожил до момента запуска этого университета. Его отец решил не бросать эту затею и все-таки построил все то, что вы сейчас видите вокруг. Находясь в стенах Стэнфорда, как раз нельзя не сказать, что такое стартап, да? Вот Стив Бланк, который как раз преподавал в стенах этого университета, сказал, что стартап – это временная организация, которая ищет понятную масштабируемую бизнес-модель, на которой можно, соответственно, зарабатывать, да? Вот, и когда стартап находит понятную масштабируемую бизнес-модель, он перестает быть стартапом, и ему стоит уже здесь, значит, становиться какой-то корпорацией, да? Если говорить про ментальный стартап, то в первую очередь это видение непосредственно того, куда идет вся эта команда, да, то есть для кого они работают и что они хотят, в принципе, создать. Следующим шагом, когда у них уже сформировалось какое-то видение, ребята начинают тестировать различные гипотезы. Первое – это кто клиент, кто пользователь. Второе – это какой канал распространения, то есть как они будут ценность продукта доносить до клиента для того, чтобы он покупал снова и снова. Третье – это, значит, как оценивать и позиционировать продукт, то есть сколько он будет стоить. Это тоже большая проблема, на самом деле, определить, сколько именно должен стоить клиент для того, чтобы было максимальное количество продаж, для того, чтобы максимально, значит, получать с рынка там выручку, да, и инвестировать это, реинвестировать это в проект, чтобы как бы, ну, развиваться и его масштабировать. Следующее – это как создать конечный спрос. Дело в том, что чаще всего стартапы выходят на рынок, которого не существует до момента появления этого стартапа. Но если говорить о основных задачах людей, которые стоят у истоков, непосредственно у фаундеров, да, там, или у одного фаундера, это бесконечная проверка гипотез. Как вы помните, да, то есть YouTube создавался как дейтинговое приложение для знакомства мужчин и женщин, да, но когда основатели поняли, что те, кто пользуется этим сайтом, в первую очередь пользуются, значит, видеохостингом, да, заливая туда кошек и собак для того, чтобы обмениваться друг с другом какими-то смешными видео, они поняли, что, возможно, функция дейтинга, она и не нужна, да, возможно, оставить нужно только то, чем пользуется клиент, да, непосредственно видеохостинг. И так они из дейтингового сайта переросли в, наверное, самый там известный сегодня там способ, да, то есть залить видео и посмотреть и узнать что-то новое. Стартап – это умение творчески решать любые задачи, любые проблемы, потому что стартап – это всегда неизвестность. Ты идешь туда и делаешь то, чего еще не было никогда в жизни, да, то есть никто даже, возможно, еще там и не ходил этими тропами, да, то есть это все равно, что улететь куда-то в космос и вообще не знать там, какие вообще законы там физики, да, там. И поэтому всегда, когда ты запускаешь стартап, ты должен уметь, ну, подходить ко всему творчески, да, то есть и уметь решать любые проблемы. В Стэнфорде, здесь, где мы сейчас с вами находимся, есть отдельное направление, называется D-School. Это школа, которая учит дизайн-мышлению, именно творческому подходу к решению любой проблемы. И
На одном из наших мероприятий выступал профессор, который преподает в этой диску, и мы делали трехчасовую сессию по дизайн-мышлению и искали различные инструменты для решения выдуманных проблем, изучали сам подход к дизайн-мышлению, и этот подход я уже начал использовать со своей командой для решения тех задач, которые стоят сейчас перед нами. В стенах этого университета учились основатели компании PayPal, которую все слышали, и PayPal — это феномен, который в целом дает понять людям со стороны, как устроена инфраструктура этого места. Не Стэнфорда, а Кремниевой долины в целом. Дело в том, что после того, как ребята продали PayPal eBay за несколько миллиардов долларов, они вышли с этой сделки с деньгами и, самое главное, с большим опытом в том, как запускаются стартапы. И судите сами, после того, как стартап был продан, были основаны основателями как раз PayPal следующие компании. Первое — это YouTube, второе — это Sequoia Capital, третье — это 500 стартапов, Yelp вышел оттуда, Tesla, SpaceX, Илон Маск тоже занимался PayPal, и еще несколько стартапов, о которых вы не знали, не слышали. Поэтому, если вам интересно, переходите по ссылке в наш телеграм-канал, там мы ежедневно выкладываем статьи, и в том числе статьи о компании PayPal и о том, какие компании были организованы после того, как ребята вышли из этой сделки. Последние 10 лет внутри Кремниевой долины появляется все больше и больше венчурных фондов, которые основывают корпорации. Около 10 лет назад, а может быть больше, внутри одной большой компании, которая занималась изготовлением оборудования для проявления фотографий, изготовлением пленки, изготовлением бумаги для фото, изготовлением техники для фотографирования, был придуман стартап «Цифровой фотоаппарат». Ребята, инженеры, пришли к руководителям компании, сказали, что смотрите, что мы придумали, на что руководители сказали: идите в свои технологии, вы можете убить наш бизнес. Ребята, инженеры, ушли из этой компании и на стороне изобрели как раз цифровой фотоаппарат, который полностью убил эту корпорацию. Та корпорация занимала 80% рынка фотографий и генерировала ежегодно миллиарды прибыли в год. Эта компания называлась Kodak. И как раз после этой ситуации, когда Kodak не присмотрелся к этой технологии и фактически умер по вине тех руководителей, которые не обратили внимания и не стали эту технологию реализовать внутри Kodak, начали называть этот эффект Kodak. И после этого огромное количество появилось венчурных фондов, которые ставят задачу даже перед собой не в том, чтобы заработать как венчурный инвестор, то есть, что венчурный инвестор, по сути, хочет купить стартап дешевле, продать дороже, а корпоративный венчурный фонд, он не ставит перед собой задачу номер один — это заработать. Задача корпоративного венчурного фонда — это выживание корпорации, потому что все больше и больше появляется разных проектов, компаний, которые основаны в каком-то гараже и которые потенциально могут убить огромную корпорацию, которая стоит миллиарды долларов. Если вдруг кто-то из вас хочет посетить это место, попасть в Apple, Google, Facebook, встретиться с венчурными инвесторами, узнать то, как запускают стартапы, как делают венчурные инвестиции, то ищите под этим видео ссылочку, переходите по ней, ответьте там на пару вопросов, выберите лучшие для вас даты и увидимся с вами здесь. Если вы еще не подписаны на наш канал, то можете сделать это прямо сейчас, нажмите на кнопку подписаться, обязательно поставьте нам лайк и напишите нам что-то в комментарии, нам будет очень приятно. И до встречи в Америке!